Всем привет! Привет! Сегодня у нас опять видео, продиктованное самой природой. Урожай инжира, и нас друзья пригласили на сбор урожая. И вот у нас появилось много-много инжира. Опять дары природы. Вот, да. Обычно из инжира варят варенье, делают мармелад, джем. Сушат его. Но мы решили пойти другим путем и приготовить из этого инжира сразу 3 разных блюда. Скажем так, мы решили приготовить из инжира много интересного, что, может быть, вам понравится. Не может быть, точно понравится. Мы сделаем легкую закуску из инжира. Мы приготовим из инжира составную часть горячего блюда. И мы сделаем из инжира интересный десерт. Очень легкий и очень вкусный. Да, все готовится предельно просто. Смотрите видео до конца. Yes. Инжир нарезаем тонкими круглыми ломтиками. Выкладываем на тарелку рукколу, а затем нарезанный инжир. Натираем на крупной терке пармезан. Присыпаем натертой моцареллой и добавляем тонко нарезанный хамон или ветчину. Можно использовать любую нарезку, которая вам больше нравится или есть под рукой. Для соуса смешаем 2 столовые ложки соевого соуса, столовую ложку оливкового масла Extra Virgin, чайную ложку меда и чайную ложку соуса бальзамика. Перемешаем и поливаем наш салат. Замечательная легкая закуска с инжиром готова. В качестве горячего приготовим утиную грудку по рецепту Гордона Рамси. Духовку вместе с сотейником, в котором будем жарить утку, разогреваем до 200 градусов. Шкурку у утиной грудки слегка надрезаем, солим крупной солью и перчим с обеих сторон. Грудку шкуркой вниз кладем на сухую холодную сковороду и ставим ее на плиту. Таким образом, жир начинает потихоньку вытапливаться. Как только образуется корочка, переворачиваем грудку на другую сторону. Поджариваем с другой стороны из бочков. Когда грудка со всех сторон покроется корочкой, перекладываем ее в разогретый сотейник и отправляем в духовку на 10 минут. Вытаскиваем утиную грудку из духовки, кладем на доску и даем ей отдохнуть. А пока займемся инжирным гарниром. Разрезаем инжир пополам. К утиному жиру в сковородке, где обжаривали грудку, добавим 3 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки воды. И постоянно помешивая, доводим до кипения. Как только сахар карамелизируется, выкладываем половинки инжира. Минуты через 3 переворачиваем и продолжаем тушить на среднем огне, обильно поливая карамелью. Уточка отстыла, и можно ее нарезать. Смотрите, какая сочная она получилась. Выложим на тарелку нарезанную грудку и карамелизированный инжир. Теперь польем обильно карамелью. Горячее блюдо тоже готово.
Для десерта помимо инжира нам понадобится немного сыра дорблю или рокфора, сыра рикотты, мед и нарезанные орехи. У инжира отрезаем верхнюю часть и разрезаем его на 4 части, но не до конца. В серединку кладем кусочек сыра дорблю, немножко рикотты, присыпаем орешками и сверху кладем пол-ложечки меда. Выкладываем инжир в формочки. Можно положить и на противень, но лучше в формочках. Так сок будет собираться на дне и его легче потом использовать. Отправляем в духовку разогретую до 180 градусов минут на 10. Достаем инжир из формочек, кладем на тарелку и не забываем полить скопившимся на дне соком. Десерт готов. Ешьте на здоровье. Вот наша инжирная фантазия во всей красе. Все сделали. И Да. столько еще инжира осталось. Ну, мы из него что-нибудь еще приготовим, пока можно его и так поесть. Так, ну с чего начнем? У нас есть десерт, у нас есть салат и у нас есть основное блюдо, где инжир в качестве гарнира. Ну, я предлагаю все по чуть-чуть в установленном порядке. Я хочу уточку. Ну, Мне очень хочется попробовать уточки. так, С запеченным инжиром. ну, тогда я себе тоже уточки возьму. Потрясающе. Уточка розовенькая, сочная. Инжир с уткой ничем не хуже, чем утка с яблоками или с абрикосами. Ребята, Отличное сочетание. отличная находка. Ну, уточку, кто любит более прожаренную, мы делали точно по рецепту Гордона Рамси. А если кому хочется, чтобы она была более прожаристая, не такая розовая, надо, значит, подержать подольше в духовке. Ну, Вот так. выдержали те стандарты, Да, которые да. большие шефы нам рекомендовали. Ну что, салатик? Да, давай попробуем салатику прямо отсюда, вот так вот, захватывая все Всё. слои. Отлично. Какое сочетание свежести. Тут его соуса, не знаю, от инжира. И еще Это то, что мы его сделали первым, и он немного под пленочкой полежал в холодильнике, пропитался всеми вкусами соуса, получилось просто великолепно. Свежий вкус, летний, насыщенный и не тяжелый, поэтому рекомендуем вам очень этот салат попробовать. Ну, по секрету скажем, что десерт такой из инжира мы уже готовили. Поэтому можем его не пробовать. Он Нет, стандартный. мы готовили, а вдруг в этот раз что-то по-другому. Надо кусочек все-таки откушать. Я таки попробую. Я инжир люблю во всех его вариациях. Ну, как всегда, вкусно. Изумительно. Восхитительно. Настоятельно вам рекомендуем, как только появится инжир на полках магазинов или у кого-то, может быть, в саду, готовить все это фееричное разнообразие блюд из инжира не прогадаете. Да, мы теперь понимаем, что инжировое варенье, которое нам всегда нравилось, и в Баку из обширонского инжира мы варили это варенье, оно было чудесным, янтарным, замечательным, но мы никогда не делали салаты и всякие десерты. Инжир сам по себе очень вкусный фрукт, самодостаточный, вполне себе. Но, оказывается, он имеет такое вот влияние на все остальные блюда. Поэтому рекомендуем, готовьте. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами.
А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых и близких потрясающе вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!